Всем привет! Вы на канале Дело Мастера Боится. В этом видео мы решаем очередную проблему, которая касается электропилы цепной, которая называется Майстер Данило. Здесь написано. Это вполне украинское название, но китайская пила. Майстер Данило МД ЛП 09405. Электричная ланцюгова пила. Все было хорошо, поработала 3 года. И вдруг перестала смазываться пила цепная. Я уже эту снял крышку, которая закрывала боковую часть. Снял пильную часть, шину. И теперь нужно добраться до механизма, который подает масло к смазке пилы. Итак, начнем разбираться, в чем же проблема. Для начала откручиваем крышку, которая закрывает аварийный тормоз. Вот он. Так двигается. Здесь 2 шурупа. Откручиваем. И перед нами микропереключатель, который включает и выключает двигатель электропилы. Теперь выкручиваем 1, 2, 3, 4 шурупа, которые держат крышку привода цепи. И откручиваем 1, 2, 3 шурупа, которые держат крышку основного привода смазки. Теперь необходимо снять звездочку, которая вращает пильную цепь. У меня специального прибора нет, поэтому извиняюсь, буду снимать обычной отверткой. Так же, как и ставить. Здесь есть такая шайба, которая фиксирует на валу звездочку. Вот такая шайба побольше. И сама звездочка, которая имеет такой внешний вид. Под ней также находится упорная шайба, в которую она упирается. Аккуратненько ее подденем той же плоской отверткой. Можно снимать. Теперь, поддев крышку привода, поднимаем, выводим ее из зацепа. Снимаем привод. И перед нами помпа, которая должна качать масло. И как видим, шланг, идущий от бачка масляного, лопнул. И поэтому она никак не качает. Придется заменить этот участок шланга. И после этого, я думаю, все заработает. Для того, чтобы не разбирать дальше, можно воспользоваться временной мерой и поставить небольшой кусочек трубочки, который заменит лопнувший участок трубопровода. Для этого берем обычную медицинскую капельницу и начнем щемить. Но нам нужен только переход, который позволит перейти на пластиковую трубку. Вот такую часть. Нам пригодится колпачок с иголки. Отрезаем немножечко кончик, потому что здесь зауженное сечение. Нам нужно, чтобы сечение было как можно больше. И после этого берем кусочек пластиковой трубки. Проверяем, чтобы она была по диаметру плотно находила на помпочку. Отрезаем небольшой кусок колпачка иглы. Теперь на резиновой шлангочке отрезаем лопнувшую часть. И немножечко необходимо нарастить, потому что если так одевать его, то шланга не хватит. Теперь отрезаем кусочек трубки. И можно после этого пробовать подсоединять эти 2 трубки. Плотненько, примерно на полсантиметра. И в пластиковую. Также на полсантиметра. Вот таким образом получился
герметичный стык. И после этого можно начать собирать узел. Когда крышка закручена, необходимо приступить к установке ведущей звездочки, которая стоит на валу. И после этого необходимо установить стопорное кольцо. Устанавливаем на место упорные клыки. Теперь прикручиваем на свое место защитную крышку. Все на своем месте. Теперь необходимо установить на свое место крышку, которая защищает от пыли отверстие для смазки. Здесь часто под ней набивается пыль, стружка, поэтому как можно чаще нужно прочищать все, что находится под ней, грязь. Зальем немножко масла. Запустим и посмотрим, появляется ли масло из смазывающего отверстия. Теперь осталось установить на свое место шину с пильной цепью. Наружной частью регулируем натяжку. Натяжка должна быть такой, чтобы при оттягивании пильной цепи она отходила максимум на сантиметр, не больше. Если мы сильно натянем, то она будет сильно греться и растягиваться. Если не дотянем, то также будет растягиваться и соскакивать из шины. Теперь можно проверить, как же работает пила. Для проверки количества и качества подаваемого масла на пильную цепь я воспользуюсь белым листиком, который мне покажет эти параметры в виде характерных капелек. Итак, попробуем. Характерные полоски на бумаге показывают то, что масла вполне хватает для смазки пилы, и она не будет греться при резке древесины. Вы были на канале Дело мастера боится. Смотрели видео о том, как можно быстро и качественно сделать свою электропилу по дереву. Это делается легко и просто. В моем случае была проблема с подачей масла на смазку пильной цепи. Это все можно сделать в течение получаса, если очень нужно. Можно, конечно, затратить больше времени для более капитального ремонта, но в экстренном случае пойдет. Вы были на канале Дело мастера боится. Смотрели видео о том, как можно своими руками отремонтировать электрическую цепную пилу по дереву, если не подается масло на смазывание цепной части. Ставьте лайки, пишите свои замечания и комментарии, подписывайтесь на наш канал. Будьте с нами. Всем пока!